Привет! Тема «Французская философия». Французская философия – это обобщенное название для философии на французском языке. Французская философия чрезвычайно разнообразна, и она оказала серьезное влияние на западную философию в целом, начиная от средневековой схоластики Пьера Абеляра, основания современной философии Рене Декарта, и все это до развития философии науки XX века, экзистенциализма, феноменологии, структурализма, постмодернизма и других направлений. Французская философия ориентирована на проблемы человека и общества, часто облекается в литературную форму, окрашена авторским индивидуальным стилем. Французская философия рано нашла свой оригинальный образ мышления и изложения. В средние века французская философия была ведущей до конца XIV века. В Европе не было крупных философов, которые не учились бы или не преподавали, по крайней мере временно в дворцовой школе в Париже или Парижском университете. Французским Сократом был назван Пьер Абеляр, представляющий собой вершину французской ранней схоластики. Как утверждают многие ученые, Пьер Абеляр был выдающимся философом XII века и, возможно, величайшим логиком Средневековья. Он мог бы стать выдающимся богословом своего времени, если бы его идеи заслужили больше внимания и меньше осуждений. Во всех областях Пьер Абеляр был блестящим, новаторским и противоречивым. Он был гением, он знал это и не приносил извинений. Его обширные знания, остроумие, обаяние и даже высокомерие привлекли в Париж не одно поколение лучших умов Европы. Многие учились у него. Итак, Пьер Абеляр был философом, схоластом, теологом и логиком. История его романа с Элоизой и любви к ней считается великой. Его описывают как самого проницательного мыслителя и смелого теолога XII века. Общая важность Пьера Абеляра заключается в том, что он более решительно, чем кто-либо, установил схоластическую манеру философствования с целью придания формально-рационального выражения общепринятой церковной доктрине. Как бы ни были осуждены его собственные частные интерпретации, они были задуманы по существу в том же духе, что и общая схема мышления, впоследствии разработанная в XIII веке с одобрения глав церкви. Он помог установить господство философского авторитета Аристотеля. Многие произведения греческого мыслителя впервые стали доступны в школах. До него авторитет Платона был основой господствующего реализма. Что касается концептуализма, большинство ученых считают Пьера Абеляра представителем концептуализма и универсалей. Вклад Пьера Абеляра был весом. По поводу терминологии сразу поясняю. Концептуализм – направление схоластической философии, доктрина, согласно которой познание проявляется вместе с опытом, но не исходит из опыта. Универсалий – термин средневековой философии, обозначающий общие понятия. По поводу религиозного учения Пьера Абеляра, оно состояло в том, что Бог дал человеку силы для достижения благих целей, следовательно и ум, чтобы удержать в пределах игру воображения и направлять религиозное верование. Вера, говорил он, зиждется непоколебимо только на убеждении, достигнутом путем свободного мышления, а потому вера, приобретенная без содействия умственной силы, принятая без проверки, недостойна свободной личности. Достигнутое таким образом внутреннее согласие – основа для последующих действий, подлежащих этической оценки. В этике Абеляр проявил наибольшую активность философской мысли. Он придавал особое значение субъективному намерению, как определяющему, если не моральный характер, то, по крайней мере, моральную ценность человеческих действий. Его мысли в этом направлении, предвосхищающие кое-что из современных спекуляций, примечательно тем, что его последователи-схоласты меньше всего преуспели в области морали, едва ли отважившись подвергнуть принципы и правила поведения чисто философскому обсуждению даже после того, как великие этические изыскания Аристотеля стали им полностью известны. Мишель де Монтень был французским писателем и философом эпохи Возрождения, автором книги «Опыты». «Опыты Монтэня» – это ряд самопризнаний, вытекающих преимущественно из наблюдений над самим собой, вместе с размышлениями над природой человеческого духа вообще.
По словам Монтэня, любой человек отражает в себе человечество. Он выбрал себя как одного из представителей рода и изучил самым тщательным образом все свои душевные движения. Его философскую позицию можно обозначить как скептицизм, но скептицизм совершенно особого характера. Скептицизм Монтэня – нечто среднее между скептицизмом жизненным, который есть результат горького житейского опыта и разочарования в людях, и скептицизмом философским, в основе которого лежит глубокое убеждение недостоверности человеческого познания. Многогранность, душевное равновесие и здравый смысл спасают его от крайности того и другого направления. Признавая эгоизм главной причиной человеческих действий, Монтень не возмущался этим, находил это вполне естественным и даже необходимым для человеческого счастья, потому что если человек будет принимать интересы других так же близко к сердцу, как свои собственные, то ему будут недоступны счастье и душевное спокойствие. Он критиковал человеческую гордость, доказывал, что человек не может познать абсолютной истины, что все истины, признаваемые нами абсолютными, не более как относительные. Основной чертой морали Монтэня было стремление к счастью. Тут на него оказали громадное влияние Эпикур, Сенека и Плутарх. Учение стойков помогло ему выработать то нравственное равновесие, ту философскую ясность духа, которую стойки считали главным условием человеческого счастья. По мнению Монтэня, человек существует не для того, чтобы создавать себе нравственные идеалы и стараться к ним приблизиться, а для того, чтобы быть счастливым. Рене Декарт, великий философ, считается основателем современной философии. Его размышления о первой философии изменили основной объект философской мысли с онтологии, на эпистемологии преодолели аристотелевский догматизм, унаследованный в философии от схоластики, доминирующей формы мышления предыдущих столетий, одновременно поднимая некоторые из наиболее фундаментальных проблем для будущего. Рене Декарт был обеспокоен неопределенностью в науке, радикальным скептицизмом, который распространился по Европе, когда стали доступны публикации Секста Эмпирика. Декарт желал найти бесспорную основу, на которую можно было бы разместить и постепенно строить все науки. Таким образом, он отверг все, что казалось неопределенным, и решил принимать за истину только аподектическое знание. Доказательное, убедительное, достоверное. Аподектическое знание – это знание, сопровождаемое сознанием необходимости, логической необходимости. Дело обстоит именно так, иначе быть не может. Обратившись к идее о возможности всемогущего обманщика, злого демона или злого гения, отвергать внешний мир, информацию, получаемую от органов чувств, математику и логику, Декарт обнаружил, что, по крайней мере, одна вещь может быть познана аподектически достоверно. Если он сам сомневается, тогда он должен существовать. Таким образом, принцип «я мыслю, следовательно, я существую» стал первым принципом картезианства. Затем Декарт заявил, что поскольку он открыл данный принцип, воспринимая его ясно и отчетливо, все, что он может воспринимать ясно и отчетливо, должно быть истинным. Затем он утверждал, что он может представить себе бесконечное существо, но конечные существа не могут порождать бесконечные идеи, и, следовательно, бесконечное существо должно было вложить эту идею в его разум. Он использует этот аргумент, широко известный как онтологический аргумент, чтобы сослаться на существование всеблагого Бога, как на несомненную основу, которая делает возможными все науки. Многие люди восхищались намерениями Декарта, но не были удовлетворены этим решением. Проблемы солипсизма, истины стали доминировать в западной мысли XVII века. Термин солипсизм, сразу поясню, солипсизм – это философская доктрина и позиция, характеризующаяся признанием собственного индивидуального сознания в качестве единственной несомненной реальности и отрицанием объективной реальности окружающего мира. Может рассматриваться как крайняя форма субъективного идеализма. Другая известная проблема Декарта возникала из дуализма субстанции. Для Декарта субстанция – это то, что может быть понято независимо от всего остального и существовать независимо ни от чего. Поскольку Декарт представлял разум независимым от всего остального, когда сомневался во всем неопределенном, и поскольку Бог мог бы создать мир, в котором существовал бы только разум, он пришел к определению разума как субстанция, отличная от субстанции тела. Для Декарта разум определяется как мыслящая субстанция, а тело как протяженная субстанция. Это подняло фундаментальный вопрос о том, как возможно, что разум и тело взаимодействуют друг с другом. Одно из решений
решений проблемы разума и тела было предложено таким философом, как Николя Мальбранш. Мальбранш утверждал, что именно Бог, несотворенная субстанция, приводит к тому, что каждый раз, когда человек воспринимает причину, он также воспринимает и следствие. Эта доктрина получила следующее название – оказионализм. Оказионализм – это философское учение, объяснявшее взаимодействие разума и тела посредством вмешательства Бога, то есть решавшее проблему взаимодействия мыслящей и протяженной субстанции и развивавшее дуализм картезианства. Мальбранш был хорошо известен и прославился в свое время, но был малоизвестной фигурой в истории западной философии, однако его философия оказала глубокое влияние. Мальбранш оригинально указывал в своем учении, что человек, чтобы пользоваться присущей ему разумной свободой, должен признавать или принимать теоретически и практически только то, за что внутренне ручается голос его разума и совести. Отсюда два основных правила, из которых одно относится к наукам, а другое к морали. Первое. Соглашаться нужно с положениями очевидного характера, что отвергнуть их нельзя без внутреннего болезненного ощущения и тайных упреков разума. И второе. Никогда не нужно любить, безусловно, то благо, которое возможно не любить без укоров совести. Соблюдение этих правил ведет к познанию истины и к обладанию подлинным благом, а отступление от них выражается в различных заблуждениях, скрывающих от нас истину и благо. Мальбранш различает заблуждение чувств, заблуждение воображения, заблуждение чистого мышления или понимания, заблуждение наклонностей, заблуждение страстей. Чувства сами по себе, то есть в смысле субъективных душевных состояний, никогда нас не обманывают. Когда мы испытываем ощущение света, теплоты, звука и так далее, то мы действительно все это ощущаем, и тут не может быть места заблуждению. Оно является, когда мы это ощущение заключаем к ощущаемому, и чувственные качества, существующие только в нашей душе, каковы цвета, звуки и тому подобное, приписываем внешним предметам. На самом деле, посредством чувств мы не познаем никаких свойств внешнего бытия, а только состояние нашей души, поскольку она связана с телом. Мальбранш настойчиво повторяет мысль, что чувства даны нам не для познания предметов, только для сохранения нашей телесной жизни. Они извещают душу лишь о том, что происходит в окружающей среде по отношению к нашему телу, чтобы вызвать с нашей стороны ту или другую реакцию для его сохранения. Точно так же чувство удовольствия и страдания назначены первоначально лишь для того, чтобы побуждать нас к действиям полезным и предостерегать от вредных. И только ошибочное перенесение этих чувств на предметы, их случайно вызывающие, заставляет нас видеть в этих предметах самостоятельное благо или самостоятельное зло. Правильное действие разума показывает, что единственное истинное благо есть то, от чего зависит и происходит все прочее, именно абсолютная субстанция или божество, а единственное зло – уклонение от воли Бога. Внешние предметы, будучи непознаваемы для чувств, познаются нами посредством идей или представлений. Хотя идеи существуют в нашем уме, однако они несут только субъективные состояния нашей души, сознаваемые в простом внутреннем чувстве. Идеи имеют объективную определенность и реальность, имеют ее не от нашего ума, только воспринимающего, а не творящего предметы. Наш ум познает идеи не как части или выражение собственного существа, а как нечто от него независящее. Остается, следовательно, признать, что идеи даны в Боге, как содержащим бесконечную полноту всякого бытия, и что мы познаем их, поскольку познаем Бога. Мальбранш различает 4 рода познания. Первый. Познание предмета через него самого. Таким образом, мы познаем только Бога, который сам открывает свое существо нашему уму. Второй. Познание через идеи, таким способом познаются нами внешние предметы. Третий. Познание через внутреннее чувство или непосредственное сознание. Этим путем нам известна наша собственная душа и ее различные состояния. Четвертый. Познание через соображение. Этим путем мы знаем о других одушевленных существах. Думаю, стоит также упомянуть о таком философе, как Пьер Гассенди. Пьер Гассенди был французским католическим священником, философом, математиком, астрономом, исследователем древних текстов. Философская система Гассенди – это результат его исторических исследований. Эти исследования привели его к выводу, что мнения различных философов, считающиеся совершенно несходными, часто различаются только по форме.
Чаще всего Гассенди склоняется на сторону Эпикура, расходясь с ним только в теологических вопросах. Относительно возможности познать истину он держится середины между скептиками и догматиками. Посредством разума мы можем познать не только видимость, но и саму сущность вещей. Нельзя отрицать, однако, что есть тайны, недоступные человеческому уму. Гассенди подразделяет философию на физику, предмет которой исследовать истинное значение вещей, и этику, науку быть счастливым, поступать согласно с добродетелью. Введением к ним служит логика, которая есть искусство правильно представлять идеи, правильно судить предложения, правильно умозаключать силлогизм и правильно делать выводы метод. Гассенди утверждает, что все явления природы совершаются в пространстве и времени. Это суть вещи в своем роде, характеризующейся отсутствием положительных атрибутов. Все предметы обладают душой, чувствующей и смутно рассуждающей. Тело, душа чувствующая, душа разумная составляют единое. Чувствующая душа, область, в которой есть все тело, воспринимает образы внешних предметов с помощью органов чувств и познает их посредством памяти, сравнения или суждения и вывода, или рассуждения. Эти последние три деятельности Гассенди считает функциями воображения. Душа разумная или разум присуща только человеку, в противоположность душе чувствующей. Она пребывает только в мозге. Посредством разума человек познает вещи, недоступные чувственному восприятию и воображению, понятия о Боге, самосознании и так далее. Душа разумная, нематериальная, следовательно, вечная. Это ее отличие от души чувствующей. Врожденных идей нет. Идеи, кажущиеся врожденными, например, идея причинности, только вывод из повторяемости явлений. Инстинкт, результат привычки в наследственности. Единственное, что является врожденным, это любовь к самому себе. Из нее вытекает стремление к приятному и старание избежать неприятного. Воля всегда сопровождается действием. Действия наши свободны. Но свободу их надо искать не в воле, а в разуме. Нам свойственно поступать на основании мотивов, которые нам представляет разум. Разум склонен любить истину, но для того, чтобы найти ее, он должен сосредотачивать свое внимание. Не поддаваясь желаниям, в этом и заключается свобода. Как согласовать свободу с божественным провидением? Это неразрешимое для нас тайна. Два вопроса всегда интересовали людей. В чем состоит цель нашей жизни и как достигнуть этой цели? Этим вопросам посвящена этика Гассенди, в которой он является последователем Эпикура. Единственная цель жизни – счастье. Истинное счастье заключается в здоровом теле и спокойной душе, а спокойствие дает только добродетель, так как она не сопровождается ни раскаянием, ни сожалением. Спокойствие есть высшее наслаждение, ибо оно есть цель всякого движения. Правда, человек стремится к наслаждению движением, потому что природа вложила в него это стремление для самосохранения и продолжения рода. Но, ставя его выше покоя, он забывает, что оно есть только средство для достижения последнего. Свое исследование Гассенди заканчивает доказательством существования Бога, его свойства и его провидения. Идея о Боге не есть идея врожденная, а между тем она присуща всем людям. Гассенди объясняет это предрасположение разума к допущению существования Бога при первом указании чувств на единство и гармонию Вселенной. Поэтому разум познает Бога как совершеннейшее существо Творца и руководителя Вселенной. Блез Паскаль был французским математиком, механиком, физиком, литератором, философом и теологом. Около 1652 года Паскаль задумал создать фундаментальный труд, одной из главных целей которого должна была стать критика атеизма и защита веры. Блез Паскаль постоянно размышлял над проблемами религии. Его замысел менялся с течением времени, но приступить к работе над трудом, который задумывался им как основной труд жизни, мешали различные обстоятельства. Начиная с середины 1657 года Паскаль делает фрагментарные записи для труда на отдельных листах, классифицируя их по темам. Паскаль утверждал, что есть три разряда людей. Одни обрели Бога и служат Ему. Эти люди разумны и счастливы. Другие не нашли и не ищут Его. Эти люди безумны и несчастны. Третьи не обрели, но ищут Его. Эти люди разумны, но пока несчастны. Блез Паскаль известен уникальным аргументом, который именуется пари Паскаля. Бог есть или нет? На которую сторону мы склонимся? Разум тут ничего решить не может. Нас разделяет бесконечный хаос. На краю этой бесконечности разыгрывается игра, исход которой неизвестен. На что вы будете ставить? На что делать жизненную ставку? На религию или на атеизм? Для поиска ответа Паскаль предположил, что шансы существования или отсутствия Бога примерно равны, или, по крайней мере, что вероятность существования Бога больше нуля. Тогда возможны два варианта.
Первый вариант – жить без веры крайне опасно, так как возможный проигрыш в случае существования Бога бесконечно велик, вечные муки. Если же Бог не существует, то цена выигрыша отсутствует. Безверие нам ничего не дает и от нас ничего не требует. Второй вариант – жить по канонам веры. Цена проигрыша в случае отсутствия Бога невелика, усилия на праведную жизнь. Зато возможный выигрыш в случае существования Бога бесконечно велик, спасение души, вечная жизнь.